От пациента 8 июня сделал неправильное упражнение на растяжение лопатки. Лопатки были сведены на уровне шеи, и ощущалась жгучая боль в левой лопатке, которая прошла почти сразу. На утро, лежа на диване при запрокидывании руки за голову, ощущался дискомфорт и легкая боль. Неделю ныла под лопаткой и потом прошла полностью. Болей никаких нету. Сейчас на данный момент беспокоят звуки стуков в плече при действии супинации плеча. Без боли. Лечения никакого не принимал. Также беспокоит непонятная ограниченность при подъеме вверх-вперед руки, когда максимально близко к голове. На уровне 130 градусов рука как будто хочет немного поменять положение, и что-то мешает, чтобы дальше свободно завести. Если напрягать мышцы, то могу завести руку дальше за спину. Без боли. Если же не напрягаю мышцу, то как будто слегка прокручивается, и свободно дальше можно заводить за спину. Также если без напряжения мышц опускать потом руку вниз, то она тоже на уровне 130 градусов слегка прокручивается и идет свободно вниз. Боли также нету в этот момент. Никакие боли не беспокоят ни в состоянии покоя, ни ночью, сплю на этой руке, ни при каких-либо движениях. От чего могут быть эти симптомы, и сильное ли повреждение суставной губы, и какое? Может ли от него быть такое? Травматолог посмотрел диск и под вопросом SLAP-1 предполагал. В самом заключении, когда спрашивал, тоже упоминалось какой-то начальный этап. Заснял видео своей жалобы. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 28 лет, дата исследования 18 июня 2023 года, область исследования левый плечевой сустав, суставные поверхности ровные. В полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости. Скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. Под суставной поверхностью суставного отростка лопатки визуализируется эностоз размером 5 на 3 на 3 мм. Периартикулярные ткани несколько отечные. Обращают на себя внимание дегенеративные изменения суставной губы лопатки, преимущественно в верхней трети. МР – признаки минимального субхондрального склероза суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Сухожилие надостной мышцы отечно, разволокнено. Определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично-акромиальным сочленением. Субакромиальное пространство – 6 мм. Сухожилия подосной, подлопаточной и малой круглой мышцы интактны. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение МР: картина дегенеративных изменений суставной губы лопатки по типу SLAP-1, субакромиального импеджмент-синдрома, левого плечевого сустава. Рекомендована консультация травматолога. 11 июля 2023 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в верхней части суставной губы лопатки есть минимальные дегенеративные изменения по типу SLAP-1, они могут давать некоторое беспокойство, неудобство в руке. Также есть компрессия сухожилия надостной мышцы между головкой плечевой кости и лопаткой. Это также дает боли при движении рукой и требует консультации травматолога. Вопрос пациента хотел уточнить, что такое эностоз в заключении. Ответ к М.Н. Котова М.А. Эностоз – это участок компактной костной ткани, доброкачественное включение. Ничего с ним делать не нужно.